Зеленский озвучил предупреждение Путину, почему заговорил об украинской баллистике и назвал Кремль манипулятором. Терпение на пределе. Трамп готовит удар по России. Сразу несколько западных изданий одновременно написали о сильной раздраженности в Белом доме из-за действий Москвы. К какому удару прибегнут? Стрельба и резня на Куликовом поле в Одессе. Что произошло в 11-ю годовщину пожара в Доме профсоюзов? Масштабные рейды ТЦК в Ужгороде. На западе Украины полиция устроила облаву, сообщают местные журналисты. Почему из ресторанов и баров увезли даже сотрудников правоохранительных органов? Ташкент услышал Киев. Узбекистан начинает масштабное расследование из-за участия тысячи своих граждан в войне против Украины. Опубликованы имена тех, кто подписал контракт с Россией. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Громкое задержание в Одессе. Там открыто уголовное дело по факту нападения на полицейских на Куликовом поле. Мужчина, вооруженный 2 ножами, атаковал правоохранителей, которые, как заявляют в полиции, обеспечивали общественный порядок в 11-ю годовщину пожара в Одесском доме профсоюзов. Нападавший нанес правоохранителям ножевые ранения. В мужчину пришлось стрелять. Он получил ранение и был госпитализирован. Пострадавшие полицейские также доставлены в больницу. По данным местных телеграм-каналов, нападавшему прострелили ноги. В сети распространяются фото и видео с места происшествия, на которых видно, как один из участников событий просит турникет, а у полицейского ранена рука. Масштабная облава в Ужгороде – это город на западе Украины. ТЦК совместно с нацполицией устроили самый масштабный рейд в этом году. Местный журналист Виталий Глагол опубликовал десятки видео в сети, как ТЦК пакуют людей. Корреспондент пишет, что в ночь с пятницы на субботу правоохранители провели массовые проверки мужчин призывного возраста в ресторанах и барах города. На место пригнали не менее 7 патрульных автомобилей и 5 микроавтобусов. Ще один уїхав, поняв? Це вже другий уїхав, третій на під'їзді. Глагола также написал, что проверки касаются исключительно посетителей заведений, персонал не трогали, а все, кто попал под критерии фильтрации, был отправлен в Ужгородский ТЦК для проверки документов. Забрали даже тех, у кого есть бронирование или справки об отсрочке, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, которые отдыхают в заведениях. Напомню, буквально в апреле Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны. Это не является массовым. Он уверяет, что в украинской армии сейчас служит около 800 или 600 тысяч добровольцев. Сделка по редкоземельным ресурсам, которую подписала Украина, не имеет сроков давности, она бессрочная. В этом уверяет народный депутат Украины Железняк. По его словам, нардепам Украины не дадут возможности ознакомиться с документами, которые подписал Киев и Вашингтон. Это соглашение пожизненное, там нет сроков. В теории через 10 лет стороны будут иметь только возможность его изменить. Или мы спросили, правильно ли мы понимаем, что в соглашении нет гарантий безопасности. Премьер-министр честно ответил, что там их нет. О сделке по полезным ископаемым беспокоятся уже и в России, причем это беспокойство массовое среди приближенного к Путину круга людей. Несмотря на то, что в Москве продолжают публично критиковать сделку и заявляют, что эти документы еще один шаг для колонизации Украины, за кулисами представители российской власти тревожатся о том, что подписание такой сделки может привести к оттепели в отношениях между США и Украиной и тем самым закрыть путь для Кремля, который бы привел к выгодному для Путина мирному договору. Об этом идет речь в материале Вашингтон-Пост. Трамп, вероятно, готовит удар по Путину. Об этом внезапно написало сразу несколько западных медиа. В Белом доме раздражены действиями Москвы и сейчас рассматривают варианты усиления экономического давления. Источники, говорившие на условиях анонимности в связи с обсуждением закрытых переговоров, предупредили, что Трамп пока не принял никакого решения, так как дипломатические усилия продолжаются. Они отказались раскрывать детали возможных мер и подчеркнули, что решение остается за президентом. Издание «Политика» пишет о том, что уже предложили России. Это, в частности, заморозка войны по линии фронта и контроль над украинскими территориями, на которых сейчас находится ВС РФ. В то же время Вашингтон требует, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, она затем перейдет под контроль США и будет поставлять энергию обеим сторонам. И даже эти условия не особо впечатляют Кремль.
Именно поэтому Трамп ускорил процесс подписания сделки с Украиной. Срочность окончательной ратификации сделки об экономическом сотрудничестве возросла в последние дни после встречи Трампа с Зеленским на похоронах Папы Римского. Это также произошло на фоне нарастающего раздражения президента из-за усиления бомбардировок Путиным украинской столицы и его максималистской позиции на мирных переговорах. Хотя один из чиновников Белого дома предположил, что жесткая публичная позиция России не полностью отражает частные переговоры с Москвой. В офисе Зеленского тем временем считают, что Трамп уже понял логику действий Путина. Вот что заявил Подоляк. Давайте послушаем. Мы видим, что и Соединенные Штаты постепенно приходят к пониманию, что Путин не тот человек, который, во-первых, держит слово, который играет действительно в шахматы, а не в какой-то примитив и так далее. И Путин точно не хочет выходить из войны, это просто основа. Война — это единственный способ существования России. То есть вернуться к немилитаризованному обществу у них нет инструментов. Есть огромное количество людей, которые либо непосредственно участвуют в войне, либо обслуживают войну, зарабатывают на этом деньги. Более того, это сегодня культ. То есть война как явление является культом для России. Как это развернуть? Что ты предложишь вместо этого? То есть какая будет генеральная идея восстановления России? Подъем с колен? Это не сработает. Мы понимаем почему. Потому что внутренний гопник русского мира хочет иметь возможность прийти, кого-то ограбить, убить и так далее. Отмечу, что накануне в пятницу в информационном пространстве появилось одномоментно большое количество заявлений о том, что терпение на пределе и Путину пора поторопиться с принятием решений. Подобное предупреждение сделали и в Лондоне. Вероятно, что подобные заявления и публикации не случайны. Сегодня мы подтвердили наше общее стремление к прекращению варварского вторжения России в Украину и нашу приверженность прочному миру. Путин достаточно долго затягивал и препятствовал обсуждениям. Мир теряет терпение. Реакции Москвы при этом не было, не комментировал ни МИД страны, ни Кремль. Вероятно, это связано с праздниками в РФ. В то же время в США заявили, победителей в этой войне не будет. Военным путем война не закончится, а Вашингтон рано или поздно примет решение, стоит ли вообще говорить с Путиным и Зеленским. Мы не сдадимся в том смысле, что будем готовы помочь, где сможем, но наступает момент, когда президент Трамп должен решить, сколько времени на высшем уровне правительства ты посвящаешь тому, что, возможно, не сработает, если участники не пришли к компромиссу. Есть еще более важные вопросы по всему миру. Это не значит, что война на Украине не важна. По моему мнению, происходящее с Китаем важнее для будущего всего мира. Есть еще ядерные амбиции Ирана и все другое, что у нас происходит. В какой-то момент либо компромисс должен быть найден, либо мы все должны двигаться дальше. В конце концов, это будет решение, которое президенту придется принять. Зеленский же сделал предупреждение Путину в вечернем обращении. Он сказал, что Киев разрабатывает ракеты, и сейчас главная задача — это максимально ускорить создание украинской баллистики. Ведь дальнобойность станет четкой и эффективной гарантией безопасности для Украины. Это была цитата. То есть, по сути, Украина готова будет поражать цели, в том числе на территории РФ, своим баллистическим оружием. Заявил и Зеленский о том, что ВСУ по сей день контролируют часть территории в Курской и Белгородской областях. Несколько раз сегодня докладывал главнокомандующий. Особое внимание уделялось ситуации на Донбассе, в частности на Покровском направлении, а также на некоторых других направлениях. Мы продолжаем действовать на территории Курской и Белгородской областей. Россия продолжает отказываться от полного и длительного прекращения огня. Все наши партнеры уже устали от этих российских манипуляций. Мы защищаем наши позиции и будем действовать соответственно, как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она пришла. Кстати, Трамп уже минимум месяц угрожает России и параллельно говорит, что не хотел бы наносить по ней экономический удар. Решится ли на какие-то кардинальные действия? Что вы думаете о скорости подписания сделки с Украиной? Для чего и почему? Напишите в комментариях. Узбекистан начинает масштабное расследование. Ташкент отреагировал на заявление Украины об участии в войне против Киева 1110 граждан Узбекистана. А именно такое количество узбекистанцев, по данным украинского правительственного проекта «Хочу жить», направили оружие против ВСУ. О начале проверки сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана. По данным Украины, граждане Узбекистана подписали контракты с вооруженными силами России и участвовали в боевых действиях.
Фамилии этих участников и данные сейчас находятся в открытом доступе, и с ними может ознакомиться каждый. Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов заявил, что законодательство страны запрещает гражданам участвовать в военных конфликтах за границей. Если информация подтвердится, к вернувшимся на родину наемникам будут применены меры в соответствии с законом. Также стало известно, что некоторые из этих граждан могут иметь российское гражданство, хотя в Узбекистане двойное гражданство запрещено. В МИД подчеркнули, что и в таких случаях также будут приняты соответствующие меры. Напомню, что в Узбекистане за наемничество светит до 10 лет тюрьмы. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.